Я приветствую вас, представители знака зодиака Близнецы. Прогноз Таро на 10 дней, на декаду, с 1 по 10 апреля. Узнай будущее. Чего ждать? Чего ждать в эти 10 дней, давайте с вами узнаем через подсказки карт. И постепенно завершается ретроградность, и самое главное, наверное, для вас, ваша планета-управитель Меркурий выходит из ретро-движения 7 апреля. Но Венера у нас еще продолжит быть в этом обратном движении, возвращая нам некоторые вопросы или давая время с чем-то окончательно разобраться, определиться, поставить все по местам, навести порядок в нашей жизни, и это до 13 числа. Но уже к окончанию этой декады для нас могут проясняться некоторые вопросы, или то, что было на некоторой паузе, в задержках, тоже постепенно начинает набирать темп, обороты. И к окончанию первой декады мы можем рассчитывать на уже более четкое видение того или иного вопроса, можем рассчитывать на более конкретную информацию, получение ее. И то, что создавало путаницу в нашей жизни, постепенно сводится или уходит к нулю. Значит, все встает на свои места. Или вам будет более очевидно, какой, к примеру, выбор делать, или детали какого-то события. Одним словом, давайте узнаем. У нас сегодня две колоды карт. Цыганский оракул Ленорман. Это та колода, на которой мы еще не делали с вами раскладов. Я использую ее для себя, но она такая достаточно специфичная. И тем не менее, я думаю, что мы переложим на реальные события те подсказки карт и подсказки вы какие-то получите. Останемся реалистами. Любой расклад или прогноз о личной истории каждого из вас не расскажет, и мы не выносим вердиктов. Мы вместе с вами предполагаем, размышляем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Итак, что же для вас события ближайшего будущего? Что подскажут карты? С чем это может быть связано? И конкретные события. 6 карт. Чего ждать? Вот чего ждать? События ближайших дней. Третья карта для вас, Близнецы. Чего ждать в эти 10 дней? События ближайших дней. Дополним картами Таро. Первая карта Таро – неожиданность. Неожиданные события, может быть, новости. То, что, ну, где-то мы не можем предвосхитить. Итак, первая карта – неожиданность. Вторая карта – добрые события или то, что вас будет радовать. В чем вы, в какой сфере жизни наиболее ресурсны, что вам будет помогать. Третья карта – сфера ваших достижений, работы, бизнеса и денег. Личная жизнь – четвертая карта. Что меняет вашу жизнь? Как она меняется? Или что изменит вас? Опять же, какие события к этому способствуют? Или сфера жизни? Может быть, тут ведь по-разному как-то к нам иногда приходят возможности и начинает меняться в нашей жизни одна какая-то сфера, но словно по цепочке раскручивается какой-то клубок, и постепенно, правда, все стоит на свои места. Вот как отправная точка отсчета. И достанем карту «Совет», откроем в самом конце. Итак, давайте события ближайших дней. А вот все хочется сделать по закону. Более того, священник имеется в виду традиции в первую очередь, ритуал. Может быть, это и есть какой-то вопрос, который вы бы хотели осуществить, но та местность, где вы проживаете, вам не дает возможности. Это, как мы говорим, не принято. И тут у каждого своя концепция. С одной стороны, вы можете искать выход, как оформить тот или иной документ или обустроить какое-то дело. Это может быть и какая-то многозадачность, когда вы вынуждены ожидать каких-то документов, подписания соглашений, контрактов. Ну, самое разное по священнику все же. Это то, что прописано на бумаге и одновременно ну, с позиции традиций. Или то, что принято менталитетом той страны, где вы сейчас проживаете. Или, может быть, это воздействие третьих лиц, третьих сил, когда вы себя чувствуете скованными, потому что нет возможности что-то осуществить. И здесь участвуют как и желания третьих лиц, или конкретно буква закона.
или то, что вы не можете преодолеть. Вот интересно, что же это такое? Конечно, у кого-то может быть банально, это где-то карта Иерофант, мы можем учиться чему-то новому. Мы хотим осуществить наше дело или какую-то задумку, намерение, цель, но сказать, что вот прямо так сразу мы видим какой-то выход, я не могу так сказать по этой карте. Поэтому какой-то период нам приходится, ну, как в учениках проходить. Хотя я могу допустить и к вам, мои дорогие близнецы, могут обращаться, чтобы вы распутали какой-то сложный клубок противоречий, может быть, ну, как дали какой-то совет или как вы видите, какие-то обстоятельства, потому что иерофант или пусть у нас священник, это еще и тот, кому приносят свои беды, свои какие-то сомнения, или когда человек не знает, какой правильный выход найти. Может быть, к вам кто-то будет обращаться за помощью, вы будете кому-то помогать. И такое я тоже не исключаю. Ну, вот такая многогранная карта священник. Давайте откроем события ближайших дней. Услуга. Но это вы можете действительно искать нужного человека, знающего, к примеру, законы, или вы сами что-то изучаете и одновременно ищете то лицо, кому бы вы могли доверить свое дело, свой вопрос. Вам действительно нужно что-то, ну, либо осуществить, либо согласовать. С другой стороны, это вам кто-то может оказывать услугу, предлагая свою помощь. Кто знает, по священнику ведь мы тоже можем, как я говорила, учиться, ну или обращаться к кому-то за советом. Поэтому, правда, есть вот конкретное какое-то дело, просто карты это не обрисовывают, понятно. У каждого что-то свое, но, тем не менее, это та тема, мои дорогие близнецы, которую вы видите, вам нужно обязательно решить или какой-то вопрос закрыть. Причем сделать это красиво, элегантно, чтобы это согласовывалось, может быть, и с законом, и с традициями. И когда вы будете, наверное, не на 100, а на 150% спокойны, что вы все сделали правильно. Поэтому услуги можете искать и вы, будете находить разных людей, вполне вероятно. Но, опять же, повторюсь, для кого-то это ваша помощь. Давайте откроем третью карту. События ближайших дней. Ну вот, наверное, как и услуги бывают такие лживые, да, когда нам что-то предлагают и обещают много, а по факту пшик, ничего за этим не стоит. Или ложные услуги, или нам не нужны вовсе эти советы и услуги, такое тоже может быть. Вы знаете, тут переложите на свою жизнь. Мы все разные, хоть и объединяет один знак зодиака. Тем не менее, какая-то игра или какой-то свой хитрый расчет может быть у какого-то человека, который присутствует либо в вашем окружении, либо вы просто из-за услуги, пытаясь решить какой-то вопрос, можете на такую персону, как мы говорим, нарваться или попасть. Поэтому анализировать, перепроверять, достоверна какая-то информация или нет. Я могу предположить, что и вы можете ошибаться в ком-то. Или наоборот, вы можете сомневаться в ком-то. Тут вот по-разному. Поэтому для того, чтобы не было сомнений, здесь каждую информацию нужно прояснять, сводить словно ее к нулю. Откуда растет это событие или откуда пришла эта информация, кто что сказал или откуда у какого-то дела, как мы говорим, ноги растут, с чего это начиналось. Вот если мы так в какую-то предысторию уйдем беспристрастно, рационально, тогда мы часто и видим предпосылки, почему возник как таковой этот вопрос. И я тут вижу, вам с чем-то приходится разбираться. Может быть, это действительно что-то как инстанции, документы и самые разные люди. И здесь и вроде как прошляпить нельзя, то есть поддаться на уговоры, что это правильно. Поэтому даже если вы в чем-то уверены, или вам, ну, знаете, как какую-то гарантию дают, или что вот это единственно возможный вариант, а вот все равно перепроверьте, потому что, ну, лживость выпадает, значит, и есть смысл немножко поставить под сомнение. И тогда для вас более прояснится какая-то как обстановка или то дело, которое вы хотите осуществить. Вот не все однозначно. Кто знает, может быть, по аркану священник вам говорят, что ну, это как своего рода жизненный экзамен. Поэтому балансировать, я вижу, вам придется. Балансировать как и в плане поиска информации достоверной, так и в отношении людей, оценивать их, может быть, попеременно, глядя на них, как и
в бинокль, да, как и издали, если говорят большое видится на расстоянии. Ну и в микроскоп тоже, и вблизи, и вдали. Давайте посмотрим события ближайшего будущего. А тут ведь правда, тут что-то может подаваться с позиции закона, каких-то правил, норм, регулировок. И это как тень на плетень вас пытаются увести. Или вы сами можете тоже где-то прошляпить что-то. Но вот посмотрите, сначала выпадает услуга, потом выпадает лживость, конкретно так, и здесь противник. Причем вот в этом оракуле цыганском Ленорман, тут как бы вот этих недругов, противников, не одна карта. И есть там, где просто человек думает, а здесь нет, здесь человек уже затаился. То есть он приготовился как будто в ожидании конкретной персоны. Поэтому тут надо дважды быть осторожным, если не трижды, мои дорогие, как и к информации, так и буквально к действиям. Надеяться на самого себя и самого себя подстраховывать. И то, что касается вашего окружения. Конечно, с одной стороны, по аркану священник есть тот человек, которому вы можете доверять. Но вокруг вас аж 3 персоны, которые могут говорить или уводить вас куда-то в другую сторону, или выдавать вам желаемое за действительное, или просто ожидать удобного момента, ну, чтобы где-то помешать. Поэтому, ну, бдительным быть от начала до конца. И я так могу предположить, какой-то жизненный экзамен вы проходите. Давайте пойдем дальше. С чем это может быть связано? Ну, наверное, рассчитывать, правда, на себя определенно стоит. Это аркан ученый. И как ее изучать? Мы им говорили с вами, да, искать информацию. И даже то, что выглядит поначалу более лояльно или жизнеутверждающе, или, может быть, даже это выглядит как по закону, есть смысл перепроверить. Вообще есть какой-то вопрос, который вам нужно изучить. И вы его не можете сделать наспех. И вы его не можете сделать по совету какого-то человека. Мои дорогие близнецы, вы должны быть в чем-то абсолютно точно уверены. И здесь все советы посторонних вам будут мешать. Потому что как минимум 3 персоны нам показали, и каждый в свою дуду дудит. Каждый что-то свое пытается вам продемонстрировать. А истина, она где-то рядом. И ваша задача, вот как этому ученому, найти ее. Найти вот эту самую правду, разобраться в каком-то вопросе. И, может быть, буквально изучить, ну, некоторые позиции законов или обратиться к тому лицу, найти такое лицо, которое вот как символ священника, есть какая-то вселенская правда, и есть все равно какая-то истина, но не так просто до нее прийти. Какой-то важный выбор вы делаете в вашей жизни. Что же еще нам подскажут карты? У кого-то это по части любви, личной жизни. Может быть, и выбор такой серьезный стоит. Есть какие-то обязательства, кстати, а есть еще и ваша душа, и ваша любовь. И, тем не менее, это может быть и не связано со всеми предыдущими картами, но есть в вашей душе любовь или как таковой хочется. Может быть, и есть то лицо, которое уделяет вам внимание или пытается с вами установить контакты, но вверху у нас выпадает код, лживость. Поэтому тут может кто-то, не обязательно это даже через личную жизнь или через любовь, но влюбленность это, ну, как некоторые розовые очки, или когда мы позволяем на что-то закрыть глаза. Почему? А потому что нам приятно что-то слышать, нам приятны знаки внимания. И тогда вот через такие тонкие чувства на вас кто-то может иметь виды и свои хитрые планы. Помните об этом тоже. И перед тем, как кому-то, может быть, оказывать услугу или на что-то соглашаться, карта ученого говорит, изучи, но и буквально рассчитывай сам на себя. Ну и, наверное, поступай по закону, тогда и закон будет охранять тебя. Здесь, ну вот от начала до конца. Вы– это как альфа и омега. И если вы будете бдительны в эти 10 дней, не знаю, почему-то такие карты вам выпали. Сейчас посмотрим, что на Таро. Но берегите себя. Неожиданность. Давайте посмотрим, что же с позиции неожиданности. Король Пентаклей. У кого-то это может быть контакт с тем человеком, который, в общем-то, надежный человек.
По королю Пентаклей идут люди, которые сделали себя сами, причем люди статусные, те, которые умеют зарабатывать деньги, те, которые умеют работать, умеют выдерживать где-то напряжение физическое и эмоциональное. Это те, к которым мы можем обратиться, банкиры, к примеру, тоже иногда проходят по этой карте. Иногда проходят вопросы вашего дома, жилища, каких-то согласований и конкретно вопросы денег и бумаг. Вот в неожиданностях все то, что я перечислила, либо может быть связано с таким человеком, который вам приносит какую-то весть или говорит информацию, и все равно перепроверяйте. Или те сферы жизни, деньги, дом или работа ваша, тут тоже нужно все держать под контролем. По сути дела, король Пентаклей осуществляет как контроль за тем, что он сумел достичь, и вам предлагают карты быть в таких же энергиях и все контролировать. Есть какая-то победа, успех, есть все равно прогресс, но нельзя ни разу замечтаться. Поэтому будьте внимательны. Я не могу сказать, что это в принципе какая-то неожиданность. Наоборот, это ваше благополучие, вам нужно сохранять. Вот, видимо, на сохранение и внимание эти 10 дней. Интересно, давайте мы узнаем, так а что же будет вас радовать, что вам будет помогать или в чем будет ваш прогресс, в чем вы ресурсны? Ух ты! А тут и ваше желание, мои дорогие близнецы, когда захочется вам на что-то закрыть глаза, захочется, может быть любимым. Вопросы страсти, безусловно, проходят. Дьявол, 15-й старший аркан. Всегда есть какое-то искушение. Искушение буквально по любви или искушение по деньгам. Ну, или два искушения, и деньги, и любовь. У кого-то бывают и вредные привычки, но это всегда карта зависимости. Поэтому вы ресурсны как раз, чтобы от какой-то зависимости избавиться, от той зависимости, и вы можете расценивать кто-то отношения как зависимость. Или, к примеру, вы можете расценивать как денежный вопрос тоже некоторая зависимость, и, может быть, действительно таковая присутствует, когда вы зависите от кого-то именно в денежном вопросе. И я не могу сказать, что вам это нравится, может быть, как вы хотите эту проблему свести к нулю или разрешить какой-то спорный вопрос, потому что не хочется быть марионеткой в чужих руках. И, в принципе, скорее всего, вот такие сильные эмоции вам дают возможность от этого избавиться. Вообще по этой карте идет, знаете, со знаком плюс наша физическая активность. И карта нам говорит, правда, вот в чем вы ресурсный. У вас хватит физических сил в эти 10 дней даже выдерживать как и эмоциональное напряжение, если это необходимо, ну, так и физическое тоже. Успевать, может быть, сразу в нескольких местах. Вот это вам будет удаваться. Где-то могут прийти к вам и деньги. Вы можете все же решить какой-то материальный вопрос. К примеру, если эти деньги, которые принадлежат вам, или как какой-то гонорар, например, который задерживался какое-то время, ну, заплутали где-то ваши расчеты, да, я имею в виду по тем деньгам, которые вы заработали. Но бывает так, сбои электронных систем расчетов, взаиморасчеты какие-то тоже. Неважно, из какой страны мира вы меня смотрите, но такие могут происходить. И тогда по 15-му аркану деньги мы получаем тоже. А тем более король Пентаклей впереди. И это не совсем неожиданность, а это, скорее всего, может быть как задержка, неожиданность или некоторые, ну, вопросы, которые быстро не решились, то здесь могут быть реализованы. Может быть, мои дорогие, это и есть какие-то партнерские отношения вот с таким королем Пентаклей. И не обязательно, что король, по полукарту мы не рассматриваем. Это есть конкретный человек, который умеет зарабатывать деньги. Причем знает, как это делать. Или имеет свой бизнес конкретно, или какое-то личное дело. Король Пентаклей – это ресурсные люди. И у вас с ним есть контакты. Или это у вас с ним есть какой-то бизнес. И здесь вам тоже хочется выйти из какой-то зависимой ситуации или разделить бизнес. Вот, кстати, я вполне такое могу предположить. Хорошо, что же сфера достижений? А вот кому-то хочется разделить, потому что по отшельнику хочется остаться одному. Или продолжить какой-то свой путь, мои дорогие, устранить какие-то помехи. Еще один старший аркан. И причем хочется не быть как зависимым, может быть, и от привычек, может быть, и как от людей. По аркану отшельник – это дервиш.
С одной стороны, это тот, кому деньги не принципиально даже важны. Почему? Потому что идея как жизненный путь. Есть что-то очень важное на этой неделе. Может быть, как по аркану священник, действительно какая-то высшая духовная цель, и мы ведь все абсолютно разные. Или ваша задумка, мечта, то, что вы хотите осуществить. Я вам тогда скажу, вам реально никто не мешает. Вам главное не соскользнуть на какие-то уговоры, может быть, на какие-то неправильные договоренности. Когда вы подпишете документы, тем самым себя поставите в зависимое положение. Поэтому сразу несколько карт нам и говорят, ты тут не про эмоции ни разу. Священник, положительная, будем говорить, карта, которая, ну, более такая надежная, и ученый. То есть изучать приходится и действовать по законам и традициям. И этим самым вы себя будете защищать. И по отшельнику он тоже действует в рамках, ну, не совсем системы, но, по крайней мере, он не идет против этой системы, он просто из нее выходит, идет каким-то своим путем. И, может быть, у кого-то это проиграется как личное дело, личное творчество, когда вы понимаете, к примеру, я хочу работать на самого себя. И не важно, что у вас есть даже любимая профессия, в которой вы профессионал и уже добились каких-то успехов. Тут какая-то может быть перезагрузка, когда вы захотите именно свой проект реализовать в жизни. Вот об этом в первую очередь отшельник. И по вашим достижениям, а по сути это достижения, нам тогда будут говорить, что ну тот путь, если вы на это решаетесь, примите к сведению, его придется проходить в одиночку и не так быстро, но явных помех вам не будет, не будет никто мешать. Вопросы любви, личной жизни. Двойка пентаклей – это всегда взаимодействие и легкость на подъем. Здесь, скорее всего, какие-то контакты будут продолжены. 10 дней не такой уже большой срок. Здесь могут быть переговоры, взаимное сотрудничество. Но я не вижу, что здесь какие-то изменения. Изменения вы можете сами задумывать, к примеру, если вот, да, как по 15-му аркану, чувствуете, что вы уже зависимость какую-то приобретаете от человека, хочется с ним быть как можно чаще, может быть, ближе быть. У кого-то и так проиграется. То есть 15-й аркан часто проигрывается именно либо страсть, ну, наиболее активно, либо это вопросы денег. И какая-то ситуация, которая, ну, сложно разрешить однозначно. И поэтому карта говорит, если мы про личную жизнь, какое-то продолжение, по крайней мере, в эти 10 дней определенно следует. Но вы можете из-за этого где-то продумывать разные варианты, потому что двойка пентаклей еще, ну, некоторое манипулирование, жонглирование все-таки предусматривает, когда мы можем даже отправиться, допустим, совершить короткую поездку для того, чтобы посмотреть, что вот в конкретной местности, или чтобы увидеть что-то своими глазами, чтобы спала пелена, чтобы с чем-то разобраться, чтобы, опять же, не было какой-то задвоенности, и вы будете, видимо, в эти 10 дней максимально стараться все привести к какому-то единому знаменателю. Иными словами, вы можете войти в апрель, ну, как уравнение с множеством неизвестных. Но вот эти все неизвестные, мои дорогие, шаг за шагом, близнецы, вам предстоит, и это ваши власти. Да, осторожному быть стоит, перепроверять мы уже вот на протяжении хоть Таро, хоть цыганский оракул Ленорман, нам об этом все время говорят. Но ведь в вашей власти, в ваших силах свою жизнь построить именно в том контексте или ключе, направлении, как вы этого захотите. Давайте посмотрим, что меняет вашу жизнь или меняет вас. В чем эти перемены? Девятка мечей. Ну, наверное, ведь всегда это искаженное восприятие. Почему? Девятка мечей или восьмерка, кстати, мечей. Тут разница в этих картах, что здесь нам еще конкретно бессонница добавляется. И может, правда, у кого-то бессонница. Тогда примите во внимание, что с этим нужно что-то делать. Если этот недуг вам недавно знаком, тогда просто режим труда и отдыха, прогулки, может быть, перед сном. Новости какие-то такие деструктивные не читать, прочитаете вы их утром в конце концов. Но как-то упорядочить вот именно свой сон. И ежели инсомния это уже для вас какой-то хронический характер носит, может быть, есть смысл обратиться к специалисту. Но в целом про искаженное восприятие. Закрыты глаза у нашей девушки, и нам говорит карта «Открой глаза».
Поэтому что меняет вас, когда вы увидите какую-то реальность? А вот мы с вами по цыганскому оракулу, нам ведь об этом и говорили, 3 персоны, и каждая что-то свое. А истина, она где-то рядом. И вот вам, видимо, между вот этими картами священник и ученый. И предстоит разобраться, может быть, в 3 людях. Кому стоит доверять, а кому нет. Какое направление вы жизненное выберете. Тут ведь правда как жизненный путь. У кого-то может быть не просто вопросы работы, а личного дела, личного творчества. Или то, что вот мы называем как качество жизни, не всегда мы полностью, в полной мере осознаем это слово. А это мы, знаете, как кожей себя чувствуем. В каком-то, может быть, даже визуализируем ту обстановку, в которой мы бы очень хотели находиться. Или то место, где бы мы хотели быть. Или тех успехов по работе, по нашим достижениям, которых мы хотели бы достичь. И вот это нельзя ни в коем случае, ну, знаете, говорить или отмахиваться от этого. Наоборот, это как наша мечта, как подсказки, чего же мы в этой жизни достойны. И если мы вот открываем глаза и понимаем, что да, мне еще придется пройти какой-то путь, ну, наверное, искусство мелких шагов, как у отшельников. Но это совершенно необходимо для того, чтобы подметить какие-то превратности на пути. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И поэтому, если мы настроены на какое-то продолжение, не на сиюминутный эффект, а когда мы точно знаем, у меня хватит терпения, сил, настойчивости, тогда есть смысл что-то начинать буквально даже в эти 10 дней. Но то, что вы увидите, открыв глаза, что вас меняет, мы спросили, правда? Что меняет вас или изменяет вашу жизнь. Так вот, то, что вы можете увидеть в реальной жизни в эти 10 дней, вам может не понравиться. Или вы можете, ну, как откроете глаза, да, на что-то, и, может быть, мы ведь все, опять же, разные, вы примете во внимание, что вы в чем-то ошибались. Вы могли думать, к примеру, о человеке лучше, чем он есть, но вы могли точно так же думать о человеке и хуже, чем он есть. Вы могли расставить где-то неправильные приоритеты, но вот, видимо, все-таки открыть глаза стоит, чтобы жизнь в каком-то правильном ключе или дальше пошла с правильной ноги. Мы не можем все время закрывать глаза, иначе есть всегда возможность запутаться в собственных мыслях. Или вот эти вороны. Хотя здесь вороны в этой колоде– это мудрость. Но нам ведь говорят, что может быть сбивчивая информация. Ученые, мы говорили, искать эту информацию придется самим. Причем ученый, он беспристрастно. Для него наука. Для него, если и скажут зеленые человечки, он скажет нет, я в них не верю, я докопаюсь до сути. Вот что-то подобное предстоит и вам. Давайте карту совет. Совершенно неожиданный для вас расклад, мои дорогие. Вот карта так тоже говорит. Обратите внимание, девушка смотрит куда-то туда, да, а возможность к ней приходит близко. И мы можем ожидать, что нам поступит предложение, или то, что нам предлагают, оно очень заманчиво. Опять же, мы смотрим не в том направлении. Мы только что об этом с вами говорили. И все то, что я сказала или говорила, вот все это время карта подтверждает. По сути дела, весь наш расклад– это как совет. Принимать, воспользоваться, в каком ключе это решаете вы. Но определенно, мои дорогие близнецы, рядом с вами есть что-то очень ценное. То, что может быть, это как ваша собственная идея, или пусть это то качество жизни, к которому вы стремитесь, но есть и возможности, понимаете? А вы можете их не заметить, ожидая чего-то большего, лучшего, или думая, что где-то солнце ярче, трава зеленее, или возможность должна ко мне прийти вот именно таким путем, а не как-то иначе. Поэтому для вас важно открыть глаза и увидеть не только то направление, которое было вам видно в предыдущий период, а вообще расширить собственные горизонты. И тогда возможности и жизнь заиграют новыми красками. Совершенно неожиданно, но 10 дней не такой большой срок. И я так надеюсь, пусть этот расклад проиграется не для всех, но кому-то, может быть, одному, двум, мои дорогие близнецы, это будет полезно услышать. Перекладывайте на себя. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.